Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». И тема сегодняшнего нашего ролика – «За что нам нравится север Испании». Ну, самое первое, что мне здесь понравилось больше всего, больше, чем на юге, это то, что здесь нет иссушающей жары. Близость океана, вот этот легкий бриз, прохладный ветерок, то, что здесь много облаков, бывают периодически. Иногда летом моросит мелкий-мелкий дождик. Вы знаете, это не затяжной дождь какой-то, ливень, который днями и ночами идет. Нет, это просто охлаждающий летний ветерок. И вот благодаря этому здесь нет иссушающей жары, даже летом, даже в июле, как сейчас. Здесь стоит такая прохлада, в то же время тепло, можно загореть, можно путешествовать, гулять, наслаждаться видами. Но для тех, кто не любит жару или у них есть противопоказания от жары, вот это самое идеальное место – проводить лето, проводить июль, август, отпуск, отдыхать, путешествовать. Второе, мне очень нравится, что здесь сочная зелень. Вот когда вы приезжаете в Астурию, вы видите, что здесь луга, поля. Опять же, это связано с погодой, опять же, это связано с океаном, с тем, что здесь есть дожди, здесь прохладная зима, не жаркое лето, и поэтому здесь действительно все зеленое. Вот вы видите, какая красивая зелень, какие красивые цветы, гортензии, как в Британии. И много цветов, много зелени, горы, поросшие зеленью. Нету сухой травы, такой иссушенной. В принципе, очень приятно гулять вот в таких деревьях. Это нам напоминает северные страны. И не случайно это побережье называется Коста-Берде, что в переводе означает «зеленый берег». Вы видите, какое все зелененькое, все цветет. Вот это очень приятно радует глаз. Легко гулять в тени таких зеленых деревьев, трава, газоны. И мы проезжали очень много речек, кстати, полноводные реки. И от этого все зеленеет, от того, что здесь действительно прохлада, от того, что рядом океан. Шикарные, кстати говоря, пляжи. Вот это еще один такой радостный момент на севере Испании. Третье, что мне здесь очень-очень-очень понравилось на севере Испании, что здесь масса мест есть, которые напоминают какие-то другие места и страны. Например, некоторые места, когда проезжаешь, мне вот прямо очень кажется, что это моя любимая Финляндия. Я уже не раз говорила в роликах, что люблю Финляндию. Мне нравятся там озера, природа, зеленая трава, в общем, чистый воздух, такая прохлада даже летом. Экология. Так вот здесь места встречаются, которые очень похожи на Финляндию. Далее вот эти вот гортензии, красивые такие большие шары разноцветные, мы видели в Британии, во Франции. Я была просто тогда поражена ими. И здесь я нашла их. Они вот повсюду в Астурии, их можно встретить. Какие-то дороги, виды и вот эти зеленые горы красивые с речками напоминают места из Швейцарии. В общем, дорогие друзья, если вы хотите побывать в разных каких-то странах, приезжайте в Астурию, здесь вы найдете какие-то свои ассоциации. Может быть, это Карелия со скалами. Тоже мне места есть, которые напоминают мою любимую Карелию. И, ну, просто вы погружаетесь сразу из Испании. Иногда даже кажется, что это не Испания вовсе. А иногда кажется, что где-то в другой стране. Что-то, может, в Германии дороги. Кстати, дороги здесь очень хорошие. И в одной Астурии можно сразу увидеть несколько стран. Вот, на мой взгляд, это так. А четвертое, по-моему, то, что мне здесь понравилось, что здесь меньше курят. Вообще я не чувствую запаха прям во всех местах, запаха сигарет. Не то, что сигарет, а вот этих вот неприятных вещей, которые курят на юге. Везде повсеместно, запрещенку, так сказать. Вы, наверное, поняли, о чем я говорю. В общем, здесь я этого вообще не почувствовала нигде запаха, ни откуда, ни в кафе, ни в доме, нигде. Да, курят немножко там какие-то сигареты, но мне кажется, что здесь гораздо меньше люди курят и больше как-то экологичнее, более сельский такой образ жизни в некоторых отдаленных от крупных городов местах, но достаточно очень аккуратный, очень красивый и действительно дышишь свежим воздухом. Есть места, где можно пожарить барбекю, организованные очень красиво, а больше вот такого кислорода, что ли. Не чувствуется влаги океанической, то есть нет такой духоты и влаги, как на побережье Средиземного моря, на юге, на юго-востоке Испании. Также еще один момент, который мне здесь нравится, что здесь очень ухоженные города, чистые улицы. Здесь нет, как вот во многих южных, наверное, городах, там за собачками не ухаживают. Я не вижу здесь таких мусорных бачков посреди улицы. Да, может быть, здесь есть граффити где-то что-то обшарпалось, то, что нужно ремонтировать. Но, в принципе, производит впечатление, что здесь как-то более ухоженные города, что ли, населенные пункты, более новые дома, более новое домостроение. Нету каких-то районов таких, знаете,
знаете, депрессивных, возможно. То есть вот это вот более такой интересный момент, на мой взгляд. То, что привлекает здесь, то, что нравится, потому что все мы эстеты, ну, многие из нас, и хочется видеть действительно чистые ухоженные улицы, чистые ухоженные дома. Вот здесь вот это вот присутствует. Это, опять-таки, наш субъективный взгляд. Вот мне именно так кажется, что здесь как-то чище, здесь ухоженнее, здесь больше благополучных, ну, не то, что благополучных районов, но если какие-то населенные пункты маленькие, а-ля наши деревни, то там очень хорошие, чистые, аккуратные домики, все, хорошие дороги, подъезды. Есть магазинчики, рестораны, нету, знаете, таких лачуг каких-то. Вот мы не встречали здесь ни разу никаких районов, где вот руины, развалы, лачуги и такие грязные города. Здесь, на мой взгляд, здесь гораздо чище. Еще один пункт, который мне тоже очень понравился, это люди. Здесь люди более спокойные, что ли, более уравновешенные, такие, нет таких каких-то криков, таких грубых голосов, может быть. Но мне показалось, более спокойные люди, более уравновешенные, более какие-то, ну, я не скажу, что образованные или нет, Скромнее, может. ну, как-то скромнее, так сдержаннее, я бы даже сказала, более сдержанные такие. Нету такого хаоса, крика, шума. Здесь есть туристы, которые приезжают с юга, наоборот, сюда отдыхать. Но несмотря на то, что внутренний туризм здесь достаточно активный сейчас, я уже говорила, что очереди в ресторанах приходится отстаивать для того, чтобы попасть куда-то пообедать. Но, тем не менее, достаточно спокойно, нету крика, шума, гамма. И местные, вот совсем местные, они выделяются немножко, они более светлее, менее загорелые, они более как-то сдержанные, более скромные, интересуются науками, мне так показалось. Мы просто встречались с такими людьми. Вот, поэтому мне кажется, что здесь более такое сдержанное, более такое спокойное, размеренный образ жизни. На мой субъективный взгляд, именно то, что вижу здесь я, то, что мне действительно импонирует очень на севере Испании. И север Испании, он незаслуженно обделен, мне кажется. Был и раньше там русскоговорящими туристами, жителями. Здесь, наверное, не так много. Мы не встречали еще практически никого. Но это очень интересный регион для путешествия, для отдыха летом, в июле, в августе. Здесь очень комфортно. Очень спокойно, чисто, экологично, красиво, красивый океан, красивая природа. И вообще приятно здесь находиться. Вкусная кухня. Также мне очень понравилось, что они сами выращивают яблоки, их регион вообще Астурия. У них молочные продукции так, достаточно активные, да, то есть они вырабатывают, ну, производят, я где-то читала, в районе 42 видов сыра различного. Сыр очень вкусный сидр, вкусные, ну, много, вкусные десерты в ресторанах. Да, фабадо, очень вкусная национальная кухня. У них вообще вкусная, простая и вкусная национальная кухня. Насколько я считаю, что эта кухня была, ну, изначально рыбаков. Кусочек хамона, белая фасоль, какие-то колбаски, чорисы, которые не портятся. То есть нет картохи, нету ничего. Ну, может быть, хлеб они еще подают к этому. Обычные какие-то десерты, вроде нашей рисовой кашки, арроз, там, кон лече, да, и творог батидо с медом. Я забыла, как называется это десерт. Рекисон. Рекисон называется так десерт. Это просто творог наш такой гомогенизированный, кесу батидо, и плюс мель, то есть мед. Мы сегодня попробовали, очень вкусно, просто и полезно. Мне нравится, что их кухня полезная, простая, доступная для всех. Тот, кто не ест мясо, тоже может найти свои какие-то здесь моменты. Еще, дорогие друзья, мне нравится у них архитектура, поскольку стиль такой, есть и готический, есть и романский, есть вот разные, ну, много исторических зданий. Вот это мне тоже очень нравится, как они берегут свою историю. Может быть, не все они могут отреставрировать, что-то закрыто, какие-то такие красивые исторические здания. Но в любом случае, те города, которые мы посетили, очень много интересных моментов, интересных зданий, архитектурных сооружений. Вот это тоже большой-большой плюс. Мне это на севере тоже присутствует, так что, когда вы будете путешествовать, вы увидите много интересных городов, пляжей, парков, зеленых зон, и в том числе красивую архитектуру, красивые исторические маленькие, может, какие-то дворцы, здания, костелы и так далее. Это тоже большой-большой плюс.
Еще мне здесь очень нравится домостроение на севере именно. Здесь нет нелюбимых мне вот этих кубиков, которыми заполнен весь юг. Уж извините меня, домостроители юга, но мне, юга Испании, но мне действительно вот ближе вот такое жилье, которое находится за моей спиной. Из красного кирпича, с черепичной крышей, уютные домики, уютные террасы, красивые садики, все красиво оформлено. Такие есть и многоэтажки, вот именно из красно-коричневого кирпича. Они мне напоминают немножко домостроение Англии, может быть, Австрии. Ну, действительно очень уютно. И я вообще вот здесь, нигде в городах, я не увидела каких-то лачуг, каких-то таких разрушенных старых домиков, заселенных, ну, не буду говорить, то есть такого хаоса в городах мы не увидели. Мы увидели, что очень много новостроек, очень много высоких домов строится, и все они вот приблизительно в таком стиле. Очень красивые, уютные, ну такие, я не знаю, то есть север Испании имеет какую-то свою черту домостроения, свою какую-то архитектуру, свой дизайн домов. Но согласитесь, что вот такие дома, которые за моей спиной, они действительно очень уютные. Вот такое хочется приобретать жилье, в таком хочется жить. Хочется, чтобы и на юге Испании появлялись такие домики. Дома с каминами, дома красиво оформленные, как я уже сказала. Вот для меня здесь просто радуется глаз, на самом деле. Радуется глаз тому домостроению, которое я здесь вижу. И тем городам, населенным пунктам, если повернуть, допустим, потом голову в другую, ну, туда или туда, здесь есть населенные пункты, типа а-ля наша деревня, и здесь очень ухожено. Хорошие дороги, хорошая инфраструктура. Как я уже сказала, нет в большом количестве каких-то лачуг и домов. Мы видели, ну, может, один там какой-то старенький домик развалившийся мне попался в глаза. Но очень-очень уютное, красивое, приятное домостроение, как я уже сказала, а-ля Англия или а-ля Австрия. И везде такие живая изгородь, красивые кусты гортензии, люди подстригают газоны, достаточно ухоженные территории и красивые дома.